Изменение вектора судьбы одного человека перераспределяет карму рода между другими родственниками. Нет, там вообще все по-другому. Вообще все по-другому. Вообще все не так, как вы говорите. Я условно вам сейчас расскажу. Там есть у людей, которые обладают паранормальными способностями, у них есть возможности. Это проникновение в духовное поле первопричины. Это делается в виде определенного ритуала. То есть это ритуал отсчитывания до первопричины или до начала. Потом, когда приходишь к началу, ну, предварительно, конечно, ты понимаешь, что тебе нужно взять этих всех людей, объединить этих людей так, чтобы душа каждого человека, их объединить нельзя, потому что каждая из них, она имеет свой заряд, и этот заряд обычно везде плюсовой. И вот этот плюсовой заряд у каждой души, их можно взять только в оболочку. Оболочка тоже имеет свое название, имеет форму клетки или куба. После чего эта душа, она делает реинкарнацию, то есть человек начинает двигаться вот с этими сияющими, ну я начинаю двигаться. Где я двигаюсь? Вот это поле, в которое я подключаюсь, оно называется полем каузальным или по-другому, неважно, или по-другому духовное поле еще можно его назвать. Я его определенным образом вижу. Я подвигаю каждого человека или душу каждого человека к моменту ее появления здесь на Земле. При этом я это все делаю в матрице жизни, которая имеет 6 концов. И вижу эти матрицы. После чего, когда я дохожу до момента появления этой души или перехода, я вижу вектор генитурный, через который рождается. Этот вектор — это грубо палка. Я вхожу сознанием своим в эту палку, с левой стороны восходящий поток — это 7 поколений женщин, и нисходящий — это 7 поколений мужчин, которые участвовали в появлении потомков. В случае, если не появляются вот эти шары, то это говорит о том, что отказались и отреклись от рода. Если серебром светятся, то проклятия какие-то и там плохо относились. Но часто так бывает, что если человек родился, и с левой стороны у него 7 потомков женщин есть все, и с правой стороны 7 потомков мужчин есть, и между ними все соединено правильно, а как правильно я не скажу, то это создает вектор рождения или по-другому генитурный вектор. Если этот вектор рождения прямой, то тогда жизнь человека прямая, как абсолютно белая дорога. То есть вот он идет шаг вперед, 10 вперед. Только подумал, произошло. Если у него нет вот этих соединений, то дорога получается кривая. То есть вот эти 7 элементов, они между собой соединены, и между ними появляется спица. Это спица фуриока. В момент появления человека это генитурный вектор всей его жизни. 70 лет. И выше на самом деле. И вот здесь нет, допустим, там прадедушка, прапрадедушка, они отреклись от семьи, или там им было все равно, и не светится. С этой стороны не светится бабушка, а только мама, и то светится серебром, как я обычно вижу. 2 мамы и 2 серебром светятся. И дорога такая в виде серпа. Вот на человека смотришь, и у него дорога в виде серпа. Вот как с этим Колей Горем, луковым магом, я решил все-таки просмотреть. Он так много говорит о родовых этих всех мироустройствах и так далее. И посмотрел, какой же у него путь, который идет у него от момента формирования. Но по идее, если человек занимается родовыми практиками, то можно просмотреть его спицу фуриока, о которой я говорю на первой ступени. И просматривая его спицу, я вижу, что там не спица, а просто серп. Серп — это нехорошо. Серп в левую сторону — гомосексуальность, серп в правую сторону — такое бешенство, как это называется, может быть, огрубение.
Бывает еще, когда 2 серпа или 3 серпа и так далее. Это вообще несчастные люди. Если посмотреть, иногда бывает так, что один серп доходит до горла, это спицофурек, а потом идет вверх, там на уровне плеча проходит в правую сторону. Ну и вот понятным становится, что в случае, если вышло совсем генитурный вектор и спицофурека налево и там на уровне плеча пошла вверх, сидеть будет. Если в правую сторону и пошла вверх, очень болеть будет. И вот получается человек, потом серп, и потом идет с правой стороны. То есть человек не будет жить своей жизнью, будет жить в заключении. Или не будет жить своей жизнью, будет страдать без конца. И это все видно. Вот так по улице ходишь, можно на людей посмотреть и сказать, что с ними будет. А задача моя, я знаю определенные слова, которые вслух нельзя произносить. Вот эти определенные слова, или это, они состоят из 4 букв, они выпрашивают и забирают обратно, как бы восстанавливают разломанную или пораженную структуру вот этого начального родового элемента, родового канала. Как бы выпрашивание с одной стороны, но оно более магическое такое. И моя задача восстановить все 7 элементов с левой стороны, восстановить все 7 элементов с правой стороны, объединить их в виде божественной спирали, есть еще такой, сколько там витков и так далее. При этом выстроить между ними спицофурека, довести вашу душу до момента вашего развития и запустить удивительно прямую белую спицофурека, как абсолютную идею абсолютно счастливой жизни, где появятся силы и появятся возможности и везение. Вот таким образом сам обряд сделается. Что будет при этом происходить? Ничего, но улучшение качества жизни, психического состояния и, в общем-то, всех показателей здоровья будет налицо. Выкуп рода как часто можно делать? 1 раз на всю жизнь. То, что я сделаю с вами, будет делаться лишь 1 раз и навсегда. Я раньше этот обряд не проводил, я не очень его люблю, но сейчас просто время такое, когда можно его провести. Потому что там очень хорошее время как раз для проведения этого обряда. Спасибо за все обряды. Пожалуйста. В этом году я этот обряд проведу, и нет варианта, скорее всего, что я его буду проводить на следующий год. Возможно, что я его проведу вообще 1 раз, первый и последний, а потом для учеников. Вообще его готовил для учеников 7 ступени. Потому что повторение прошлой 7 ступени мне не хочется, потому что очень много людей пришли не готовыми к 7 ступени, и мне пришлось пострадать от этого. Ну и сейчас я решил, что я перед тем, как начну работать с этими людьми, хотел бы все-таки начать с обряда, с объяснения генитурных векторов, с объяснения зарождения человеческого пути, если можно так это сказать. Несложный обряд, он проводится тихо, люди сидят, я что-то под нос себе шепчу с полузакрытыми глазами. Ну, вот я его использую и делаю его 1 раз в год, там 1 раз в 5 лет с собой. Мне очень нравится. После него прямо очень хорошие отношения с детьми тут же появляется. Ну, просто супер. Хочу оплатить обряд от зла для мамы и сына. Как нужно отметить их имена? Никак не нужно отмечать. Никак. Дело в том, что вы являетесь элементом, через который будет воздействие. А сумма, которую вы оплатили, дает мне право или открывает для меня двери. То есть это естественно происходит само собой. Можно заплатить за мужа без участия, да. Но еще хочу вам сказать, друзья мои, пожалуйста. Не нужно сейчас собирать, занимать деньги, брать кредиты для того, чтобы всем родственникам провести. Давайте это сделаю с вами, потому что все ваши родственники, кто с вами по крови, я за вашу жизнь борюсь, они мне не особо нужны. Давайте с вами, давайте вы на первом месте, ставьте себя.